Всем привет! Меня зовут Алексей, и с вами канал РеКорея. В этом видео вы узнаете все о системе жилья в Корее, о том, как тут устроена аренда квартир, действительно ли тут можно жить и не платить за квартиру, а также про стоимость съема. Поехали! Прежде всего, что нужно знать про жилье в Корее. В Корее очень большой процент населения не является собственниками квартир, в которых они живут. В основном квартиры тут снимают либо на 1-2 года при помесячной оплате, либо на 5-10 лет при внесении большого залога. Цены на квартиру жилья здесь сильно варьируются в зависимости от локации. Чем ближе вы к столице Сеулу, тем жилье, естественно, будет дороже. Также на стоимость влияет то, в каком доме вы хотите снимать квартиру. Это может быть современная многоэтажная новостройка, это могут быть офис-тели, здания, где живут люди и есть на нижних этажах офисы, или какие-либо небольшие виллы. Все это влияет. Чтобы вы понимали порядок цен, сейчас мы живем в Пусане, это второй по населению город Кореи, он считается курортным городом, и снимаем квартиру на 1 год, площадь ее где-то 50 квадратных метров. Ежемесячно мы платим 1 000 000 вон, это около 70 тысяч рублей, и при этом всем мы еще оставили залог 20 миллионов вон, это где-то 1,5 миллиона рублей. Даже для корейских зарплат эта сумма все еще бьет по карману. Плюс по окончании срока действия договора вам нужно будет приезжать в другую квартиру. Это то еще удовольствие, но о нем мы поговорим чуть-чуть попозже. Многие думают, что в Корее все жилье суперсовременное и хорошее, смотрят много фильмов, где показывают эти красивые квартиры, но нужно понимать, что состояние квартиры напрямую зависит от вашего бюджета. Здесь есть и новые современные квартиры с хорошим ремонтом, но есть и старые, в которых есть плесень, где на кухне много ржавчины, и все это целиком зависит от вашего бюджета. Разница в уровне жизни здесь есть, и она большая. И нужно понимать, что нельзя полностью избавиться от этого, но можно попытаться искусственно сократить этот разрыв, что и сделали корейцы. Итак, перейдем к первому главному вопросу. Да почему корейцы просто не купят себе свое жилье? Ответ на этот вопрос складывается из двух частей. Во-первых, покупка жилья здесь не такая простая, как во всем мире. Даже если вы сумели накопить необходимую сумму, а в Корее, я напомню, недвижимость дорогая, покупка новой квартиры в многоэтажном комплексе может обойтись в сумму от 150 тысяч долларов, и это только нижний предел, то совсем не факт, что вы сможете купить ту квартиру, которую вы себе присмотрели. Все это потому, что здесь есть специальное распределение на покупку жилья. Делается это для того, чтобы богатые люди не копили у себя квартиры, а обычные люди тоже могли себе купить хорошее место. Таким образом, они уравнивают шансы на покупку недвижимости. То есть наличие детей, особенно нескольких, покупка первой квартиры, уровень дохода семьи, возраст и прочие факторы влияют на приоритеты в этой очереди. Если вы в списке первый, то вам достается право выбора при распределении мест в жилом доме. Делается это потому, что богатые и так всегда смогут купить себе квартиру, и в том числе хорошую. А вот обычные люди долго себе выбирают какую-либо и хотят жить не абы как, а в хорошем месте с семьей. И чтобы у людей была такая возможность, и придумана эта система. Для тех, кто в очереди не первый, вам предлагается либо другая квартира в этом доме, либо квартира в другом доме поблизости, либо вообще квартира где-то в районе, в котором вы ищете. То есть не факт, что если вы нашли хорошую квартиру, вы сможете ее купить. Вам могут сказать, что там квота уже закончилась, но вот есть там в другом доме, просто потому что он расположен в этом районе, и вам предлагают ее. То есть если у вас есть деньги, вы долго их копили, и вы хотите купить вот эту конкретную квартиру, то вы не сможете ее, возможно, купить, просто потому что с корейцами такое не работает. Вот это поворот! И второй причиной, по которой здесь не так просто купить квартиру, является сама по себе их система аренды недвижимости. Тут есть несколько типов съема жилья, и это я сейчас не про коммунальные квартиры говорю. Первый, который наиболее похож на привычную нам аренду, это вольсе, помесячная оплата. То есть вы снимаете квартиру и помесячно платите обусловленную сумму владельцу за проживание здесь. Отличается она от привычной системы аренды в России тем, что помимо того, что вы платите каждый месяц, также в момент заключения договора вы оставляете залог, который владелец квартиры бережно кладет к себе на вклад и возвращает вам после окончания действия срока договора. И что логично, чем выше залог, тем ниже у вас будет арендная плата. Например, для 2-3-комнатных квартир в Пусане залоги обычно разнятся от 10 до 50 миллионов вон. А вот ежемесячный платеж может быть как 500 тысяч вон в вилле,
так и 2,5 миллиона в какой-нибудь суперкрасивой квартире в апартаментах. Договор аренды в ОЛЦ заключается обычно на 1-2 года. Их можно продлевать перед тем, как договор кончается, вы связываетесь с арендодателем и говорите, что хотели бы продлить. Можно заключить и сразу на 5 лет, если и вы, и арендодатель согласны. Также при системе ОЛЦ вам нужно оплачивать кволиби. Это что-то вроде наших коммунальных платежей. По сути, это счета за проживание в квартире. У разных домов разные заморочки, кто-то что-то туда включает, кто-то нет. Но туда включаются счета за уборку и вывоз мусора, содержание помещений, охрану, обслуживание лифта и так далее. У кого-то туда еще включается электричество, вода, газ. В месяц у нас уходит около 120 тысяч вон, причем даже сейчас, зимой. А вот когда мы только въехали, было жаркое лето и стояла 30-градусная жара. Мы не знали, куда от нее деваться, и наш кондиционер работал сутки напролет. Оказалось, что он истратил столько электроэнергии, что нам пришел счет аж 280 тысяч вон. Вот так в основном живут те, кто еще не остепенился или, например, не заработал достаточную сумму для покупки своей квартиры. Ну или те, кому пока не хватает денег на залог для следующего вида аренды. Он называется чонсе. Он более привычен для корейцев, чем для нас. Вы вносите огромную сумму залога, которая составляет 60 или 70% от стоимости квартиры, и начинается эта сумма где-то от 100 тысяч долларов. И живете вы там от 5 до 25 лет. Особенность этого метода в том, что за проживание вы не платите ни одной воны. То есть все платежи, ежемесячные платежи, все это вам не актуально. Все это за вас платит ваш арендодатель. Вы просто вносите огромный залог. И вы спросите, как это вообще возможно? А возможно это потому, что корейцы любят ставить лайки под видео и подписываться на канал. Поэтому если видео вам интересно, то не забудьте сделать это прямо сейчас. А я пока продолжу свой рассказ. Основано все на том, что у владельцев квартир здесь есть специальные VIP-вклады в банках, на которых им начисляют хорошие проценты. Поэтому та сумма залога, которую вы им передаете, бережно кладется, как я уже говорил, на вклад под высокий процент. И они получают свои деньги за счет этих процентов. Как я уже говорил, за ваше проживание, то есть за кволиби, платит ваш арендодатель. Вы за это не беспокоитесь. Но сейчас проценты по вкладам стали не такие выгодные в последнее время, поэтому четкая граница между этими методами уже размылась. И при поиске квартир эти методы теперь уже как-то комбинируют. Либо понижают залог, либо наоборот добавляют арендную плату за месяц. И так появился метод бачонсе. Некоторые квартиры, чаще всего ван-румы, могут сдавать и вообще без залога, но с повышенной ежемесячной платой. Но нужно учитывать также, что из-за отсутствия залога у вас уровень квартиры не будет высоким. А что же тогда делать, если вы сняли квартиру, а нужно переехать? Или она вам, допустим, не понравилась, и вы хотели бы снять другую? Потому что практически единственным верным способом сделать это является найти того, кто будет жить здесь вместо вас. То есть вам нужно найти того, кто внесет свой залог и кому вы, по сути, пересдадите эту квартиру. Это очень неудобно, особенно если вы заключаете договор на год или прожили какое-то время и заметили дефект в квартире не сразу. Например, у нас практически не попадает солнечный свет. И это стало заметно только ближе к осени, а снимали мы квартиру летом. И мы любуемся солнышком 15 минут с 8 до 8:15. Ну, приходится просто потому, что мы уже квартиру сняли и особо никуда отсюда не деться. Но благо солнца здесь достаточно, и можно просто выйти на улицу и каждый день им любоваться. И последняя, вишенка на торте. Квартиры тут чаще всего сдаются пустыми. То есть как? Ну, там могут быть какие-либо шкафы, кондиционер чаще всего встроенный есть, но вот холодильник, кровать, стиралка, всего этого нет, как правило, и вы это привозите с собой. Можно договориться, если у владельца вдруг есть там старые ненужные. Мы, например, когда приезжали, у нас еще не было этой техники, поэтому мы пытались отчаянно найти, где будет хоть что-то. Но единственный вариант, который нам предложили, был с очень-очень старым БУ холодильником, а стиралки и прочего-прочего вообще не было. То есть мы все закупали с нуля. Откуда вытекает еще одна проблема – переезд. Когда у вас кончается срок действия договора на квартиру, вы вывозите всю свою мебель с собой в следующую квартиру. В Корее прекрасно знают, как работает система залогов, поэтому, выезжая, вы получаете свой залог и в тот же день вносите его для новой квартиры.
с владельцем которой вы уже заранее договорились. И как же тут вывести все свои вещи и за один день перевести их в новое место? Я вышел в интернет с таким вопросом. Тут есть множество фирм, которые занимаются перевозками в один день. Это такая чисто корейская черта. Зачастую мебель даже вывозят через окна у квартир, просто потому что через дверь может не пролазить какая-нибудь кровать. В интернете есть много вирусных видео про то, как смешно это может выглядеть. Но кто делал это хотя бы раз, уже относится к этому как к какой-то рутине. Нам же в этом году это только предстоит, и я расскажу обо всем, когда прочувствую на собственном опыте. А пока, я думаю, на этом все. Есть еще очень много нюансов, но о них я расскажу как-нибудь в другой раз. В следующих видео я постараюсь вам рассказать про то, какие типы жилья есть в Корее, как они выглядят, чем они отличаются, а также про то, как найти квартиру в Корее, если вы вдруг хотите сюда переехать. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, что это видео было вам интересно и полезно. Не забудьте поставить под видео лайк, оставить комментарий и подписаться на канал. А на сегодня тогда все. Всего вам хорошего и увидимся в следующих видео.